Приветствую вас, друзья, на канале Сибирячка готовит. С вами Елена. Посмотрите, какая прелесть, помидорчики на зиму, какие же они аппетитные. Чуть изменила мамин рецепт, добавила болгарский перец, и их не узнать. Пользуюсь этим рецептом уже несколько лет. Хочу, чтобы вы тоже попробовали. Все просто, без стерилизации. Поехали! В банку выкладываю душистый перчик, 5-7 горошин, пару лавровых листиков, укроп, прям беру несколько зонтиков тоже. Чеснок важная составляющая. На 3-литровую банку 4-5 зубчика, на 2-литровую, соответственно, на 1 зубчик меньше. И если крупные, можно порезать. А лук порезала полукольцами, и если небольшая головка, можно, значит, колечками порезать. Укладываю прям ровным слоем, чтобы его было прилично. Так вот. Немного красного перчика для вкуса. Если любите, добавляйте. И сами томаты. Я их накалываю в плодоножки зубочисткой. Вот так вот проделываю. Сначала кладем крупные, а сверху более мелкие. Помидоры выкладываю плотно, чтобы у нас побольше вошло. А половину банки выложила. Теперь добавляю болгарский перец. Нарезала его тоже колечками, чтобы красиво было. Приблизительно по количеству где-то пол перца я добавляю. Опять томаты. А завершающий слой у нас будет луковый. Выкладываю. Тоже не жалеть. Ну так вот, много тоже надо положить. Так, сейчас сюда вот еще помидорку одну положу. Так, со второй банкой поступаю также. Не забывайте, друзья, банки обязательно нужно стерилизовать. Я их хорошенько промываю, а затем убираю в духовку на 30 минут при температуре 100 градусов. Так что баночки у меня все стерильное. Не забываем про это. Так, еще одну помидорку я заложила. Вот так вот у меня выглядит банка. Вода греется, я наполняю вторую банку. Крышки для консервации использую только новые, промываю хорошо и заливаю кипятком. Кипяток у меня готов. Аккуратно заливаем банки. Немного налью и обожду, чтобы баночка согрелась. Никуда не спешим, не торопимся. Если впервые работаете с кипятком, значит, можно половник взять или чашечку, какой вам удобно наливать. У меня как бы рука набита. Наливаю доверху и накрываю крышкой. Минут 10 дам постоять. Снимаю крышку, одеваю с дырочкой и сливаю воду в кастрюльку. Банка остыла, ее можно даже держать в руках за 10 минут. Накрою крышкой, чтобы рассол у нас быстрее закипел. Теперь смотрите, в каждую банку добавляю соль и сахар. Обычно я делаю на 2-литровую банку, сегодня решила в 3-литровых банках сделать. Значит, на 3-литровую банку беру соль с горкой, на 2-литровую без горки. То есть вот так вот прямо наполняю, чтобы горочка хорошая была. И смотрите,
Специально взяла ложки вам показать. Вот эта столовая ложка, она значительно больше, а вот эта десертная. Пользуйтесь столовой, чтобы не ошибиться. И добавляю 3 столовых ложки сахара. Тоже с небольшой горкой. А на 2 литра сколько надо? Ну, на 2 литра без горки. Так, пока накрою, чтобы все у нас здесь в тепле было. Тепло, чтобы держалось. Продолжаю дальше. Соль беру не йодированную, поэтому смотрите, будьте внимательны, кто первый раз делает. Как только вода у меня закипела, в банке я наливаю уксусную эссенцию. Это 70% кислота. При работе с ней будьте внимательны, аккуратны. Знаю по комментариям, что не везде есть уксусная кислота, поэтому ее можно заменить лимонной кислотой. Понадобится 1/3 чайной ложки. Добавляю в каждую баночку. И сразу же заливаю кипятком бурлящим. Все так по той же самой схеме. Немножко налью и обожду. До самого верха заливаю баночку. Закрываю крышкой, переворачиваю банку, проверяю обязательно на герметичность, чтобы у нас все здесь плотненько было. Убираю под теплый плед, одеяло на всю ночь, можно даже на сутки, так, чтобы у нас баночки полностью остыли. Друзья, обязательно приготовьте помидоры по нашему рецепту, они очень вкусные. Угостите подруг, поделитесь видео в соцсетях. Желаю вам приятного аппетита и удачных заготовок. Пока-пока.